Всем привет, с вами Рейбл. Этот урок является тематическим продолжением моего предыдущего видео. Они связаны только темой и способом реализации, но если вы не знаете 3D Max или ваши знания минимальны, то рекомендую сначала посмотреть его. Ссылка будет в описании или в подсказках справа вверху. А сегодня будем делать вот такой 3D фон. Он будет универсального размера, а именно квадрата. Такой размер легко обрезать до нужного, для ПК, телефона или для планшета. В конце видео скажу, где можно будет скачать эти обои для телефона, а также универсальный файл, изменив который вы сможете адаптировать под любые размеры экранов. Начнем с изменения рендер-движка на V-Ray. Загружу свои преднастройки рендера. Их параметры можете увидеть в этих вкладках. Также добавим слои, которые нам могут понадобиться. Про них рассказывал в прошлом уроке, и их выбор зависит только от ваших целей. Теперь переходим к сцене и творить начнем с пола, на котором будут располагаться все остальные объекты. Выберем инструмент Box и в проекции сверху создадим первоначальный объект. Настроим его размеры по нашему усмотрению, а также расположим в центре координат. Перейдем на вкладку Tools и выберем Array. Это инструмент массива. С помощью его мы сможем создать несколько дубликатов этого объекта. Сдвиг по X выберем 15, размер как раз нашего объекта. Копий выберем 30. Тип объектов выберем Instance, для того, чтобы они были все связаны. Если мы накинем Editable поле и выберем все точки, и мы будем их менять, то они будут меняться и во всех остальных объектах. Теперь перейдем в окно материалов. Создадим базовый материал V-Ray и накинем на наши боксы. Цвет сетки сделаем черным. Выбрав через один наши элементы, мы их приподнимем немного выше, для того, чтобы разнообразить нашу сцену. Также сверху еще накинем модификатор Chamfer. Так как объекты все в типе Instance, этот модификатор накинется на все остальные объекты. И применим небольшую фаску. Она добавит нам реализма в отражениях. Перекинем все объекты в отдельный слой и назовем Floor. В проекции сверху создадим сферу и поместим ее на наш пол. Настроим ее радиус и разместим сверху над нашим полом. Переведем в Editable поле и выберем центральный луп наших граней. Нажмем на кнопку Create Shape from Selection и создадим новый объект Spline. Дадим ему толщину. Этот будет объект с материалом самосвечения. Сделаем небольшой отступ. И подкорректируем размер. Накинем модификатор Turbo Smooth для того, чтобы сгладить наш объект, и переведем в Editable поле. К главной сфере присоединим наше кольцо и настроим ID материалов. А в самих материалах уже создадим дополнительные два материала и подключим их к мультисап материалу. Количество материалов выберем 2. Первый слот это будет материал нашей сферы, а второй материал нашего кольца. Перейдем в проекцию сверху и сделаем копию нашего объекта с типом Instance, для того, чтобы если мы будем менять одну сферу с кольцом, будут меняться и все остальные. И заполним всю нашу площадь пола этими сферами, так как нам это нравится. Все сферы перекинем на отдельный слой для нашего же удобства. И подкорректируем расположение наших объектов. Теперь на вкладке Shape выберем инструмент Line и соединим все наши сферы так, как это нам нравится. Это будет основная сетка с материалом самосвечения, которую вы видели в начале этого видео. Так как две последние линии создались как отдельные объекты, поэтому выберем основную сетку и через кнопку Attach мы их добавим к основному объекту. Подкорректируем расположение некоторых точек.
Перейдем в проекцию фронт и поднимем всю нашу сетку на уровень сфер. Назначим материал и цвет сетки выберем черный. Вот такой результат мы получаем. Теперь перейдем к созданию камеры. Ее кинем тоже на отдельный слой. Там будут элементы environment. Это камера, свет и другие вспомогательные объекты. Сделаем ее по центру и настроим наш кадр. Настроим светочувствительность, а также фокус линзы. Теперь перейдем к настройке уже материала. Создадим новую карту V-Ray Color, которая будет задавать цвет нашему полу. Сдублируем карту V-Ray Color и подключим ее к рефлекту. Это будет сила нашего отражения. Отражать будет почти на максимум, но Glossness оставим на 0.4. То есть материал будет матовым. Сдублируем две эти карты и подключим к материалу нашего шара. Настроим цвет и отражение сделаем более глянцевым. А материал Ring заменим на материал V-Ray Light MTA. Это будет материал самоосвещения. Для начала цвет зададим просто белый. И его силу увеличим до 5. И уже можно будет запустить предварительный результат рендера. Так как сцена освещается только за счет материалов самоосвещения, шум достаточно большой. Можем выбрать инструмент региона и запустить еще раз рендер, он быстрее просчитает определенный участок. Как видим, результат получается достаточно интересный. Как видим, фаска на полу смотрится красиво, а также, так как материал матовым, то наши блики от материалов самосвечения очень красивые. Нажав на последнюю кнопку внизу окна V-Ray Frame Buffer, мы открываем настройки постпроцесса и настроить Bloom эффект. Но заметил, что сферу нужно немножечко сделать больше, для того, чтобы убрать зазоры между кольцом и самой сферой. Поэтому перейдем на уровень элементов, сделаем немного больше и поднимем выше. Ради эксперимента мы можем сделать цвет самосвечения более ярким и другого цвета. Для того, чтобы сцена не была слишком темной, мы добавим в сцену источник глобального освещения. Но настройки по умолчанию слишком интенсивные. Поэтому выберем объект V-Ray Light, который мы создали недавно, и в параметр Multiply поставим на 0.1. Теперь результат стал лучше. Подкорректируем некоторые параметры в наших материалах. Для того, чтобы разнообразить нашу сцену, я решил повернуть немного наш пол. Но так как объекты теперь выходят немного за пределы этого пола, перейдем на Editable поле и раздвинем немного точки. Также видим, что слева вверху наш пол заканчивается, поэтому придется его немного пододвинуть. Теперь результат смотрится интереснее. Я думаю, этого достаточно, и теперь можем перейти к финальному рендеру. Теперь мы можем сохранить все наши слои, которые мы добавляли в Render Elements в самом начале. Также, если хотите, можете включить Bloom эффект или добавить его впоследствии в Photoshop. Теперь наш рендер загружаем в Photoshop и можем настроить нужные параметры, используя различные слои, которые мы сохранили. А самое главное, настроить тот формат изображения, который нам надо. Например, создадим новый документ с горизонтальной ориентацией 1920 на 1080 пикселей. Поместим туда наш рендер, изменим размер и получим обои для ПК. Таким же образом можем сделать обои для телефона. На своем телефоне я поставил только для заставки.
Как по мне, выглядит отлично. Эту картинку можете скачать у меня в телеграм-канале, ссылка в описании. Там же вы найдете и квадратный рендер, который сможете сами адаптировать под любые экраны. Оставляйте в комментарии ваши идеи для фона. А вдруг запишу видео, где сделаю реализацию именно вашей идеи. На этом все, спасибо за просмотр.